Заклятие, Одержимое, 6 демонов Эмили Роуз, Константин и, конечно же, Изгоняющий дьявола. Я думаю, многие видели или слышали об этих фильмах. А существует ли такое явление, как одержимость на самом деле? Давайте откроем секретное досье под номером 5. Здравствуйте, мои хорошие. На тему одержимости снято множество фильмов и написана гора художественной литературы. Это одна из тем, которая достаточно сильно интригует. Случаи одержимости зафиксированы во многих исторических источниках. Однако изучением этого явления занимаются не только религоведы, но и психиатры. Согласно представлениям некоторых религий, одержимость – состояние, в котором человек подчинен одному или нескольким духам, богам, демонам, ангелам или дьяволу. Такой человек может биться в судорогах, убивать, выкрикивать проклятия богам, говорить чужим голосом и на неизвестных языках, совершать действия, которые человек до вселения сущности никогда бы не сделал. В разных культурах к факту вселения относились по-разному. Греки считали, что во время эпилептического припадка в человека снисходит бог войны – Арес. Именно поэтому у человека краснеет лицо и его трясет. Это состояние рассматривалось как благосклонность богов, а болезнь считалась священной. Приблизительно такое же отношение к факту вселения в человека духов было и в религии Вуду. Более того, практиковались особые ритуалы и методы, чтобы такое вселение произошло. В христианстве одержимость называется бесноватостью, а одержимыми считаются люди, которые теряют сознание в церкви или их состояние при приходе в церковь резко ухудшается. Помимо этого, к одержимым относят тех, кто чувствует неприятие и страх при контакте со святой водой, крестом, ладаном и другими предметами культа. Бесноватые люди при этом могут начать кричать, плакать, произносить нецензурные слова, говорить не своим голосом или на других языках, которыми не обладали ранее. В католичестве избавление человека от бесноватости осуществляется через обряд экзорцизма, то есть изгнание бесов. Экзорцизм – древнегреческое слово и означает «клятва». А экзорцизм в переводе на латинский язык звучит как «адюре», а в русском означает «тот, кто приносит присягу». Ватиканским университетом организованы курсы экзорцизма. В 2008 году по указанию Папы Бенедикта XVI созданы отряды экзорцистов. В епархиях планируется ввести приходы, специализирующиеся на борьбе с одержимостью. Известны неоднократные случаи летальных исходов при изгнании бесов из одержимых. В православии же отчитка, обряд изгнания бесов, была запрещена еще в III веке апостольским постановлением. Но она все-таки практикуется некоторыми священнослужителями. Представление в исламе о признаках бесноватости и одержимости шайтанами и джиннами не особо отличается. Симптомами одержимости считаются чувство отвращения и неприязни при слушании Корана, потеря сознания, эпилептические припадки и падение во время чтения над человеком Корана. Частые ночные кошмары, одиночество, отдаление от людей и странное поведение, утрата болевой чувствительности или беспричинные боли. Помимо этого, человек, в которого вселились джинны, демонстрирует аморальное поведение, употребляет алкоголь, произносит богохульство и объявляет себя пророком. В других мировых религиях также упоминается о бесчисленном количестве духов и демонов, способных завладеть душой человека. Например, в шаманизме шаман способен входить в некий транс, с помощью которого он отвоевывает захваченным демоном душу одержимого, а потом изгоняет его. Некоторые медиумы утверждают, что во время спиритических сеансов они становятся одержимы духами или существами, с которыми они связываются, и вещают от их лица. В таком состоянии они могут либо говорить, либо писать слова. Автописьмо. Тема экзорцизма изучается уже давно. Также она широко представлена в кинематографе. Например, известен фильм «6 демонов» Эмили Роуз, основанный на реальной истории. Прототипом Эмили является Аннелис Михель, жившая в середине 20 века. В 1969 году девушка проснулась ночью из-за затруднений с дыханием и паралича рук и всего тела. Врачи психиатрической клиники в Вюрцбурге поставили ей диагноз эпилепсия. После третьего обращения по поводу припадков ее поместили в психиатрическую больницу на год. Во время своего пребывания в лечебнице она стала видеть демонические лица, которые постоянно говорили ей, что она проклята.
В 1970 году Аннелис выписали, но приступы не прекращались. Точный диагноз Михель так и не был установлен. Деннинг приводит в своей статье мнение, что она могла страдать диссоциативным расстройством идентичности, отягощенным шизофренией, а припадки были вызваны хроническим стрессом. Хотя психиатрия того времени была не в состоянии излечить пациентку, но в какой-то степени контролировала заболевание. В период между приступами Михель не подавала признаков психических расстройств и вела обычную жизнь. Ходила в школу и церковь, сдала экзамены в педагогическую академию Вюрцбурга. Будучи ревностной католичкой, она предположила, что стала жертвой одержимости. Родители Аннелис обратились к церкви с просьбой провести обряд экзорцизма. Но церковь отказалась, сославшись на недоказанность одержимости, и лишь посоветовала вести более духовную и религиозную жизнь. Состояние девушки ухудшилось. Она стала наносить себе увечья, кусать членов семьи, поедать мух и пауков. Стала копировать поведение собаки, мочиться на пол и лизать его. Она также начала уничтожать иконы, четки и книги религиозного содержания в доме. Так продолжалось 5 лет, после чего ее родственникам удалось уговорить церковь на обряд экзорцизма. Наконец, в 1975 году епископ Йозеф Стангл поручил провести экзорцизм 2 священникам – Эрнсту Альту и Арнольду Ренцу. Обряд начался в сентябре 1975 и закончился только в июне 1976 года. В течение этого времени, как утверждают священники, из тела были изгнаны Гитлер, Каин, Нерон, Иуда, Белиал и Люцифер. Обряд проводился 2 раза в неделю, во время которых девушка начинала говорить демоническим голосом на разных языках или голосами людей, которые давно умерли. В течение этих 10 месяцев ее здоровье стало ухудшаться. Она практически ничего не ела и не пила, потому как она говорила, что ей не дают этого делать демоны. А весной 1976 года у Аннелис началась пневмония на фоне крайнего истощения организма. 1 июля 1976 года в возрасте 23 лет около 8 утра была констатирована смерть девушки, наступившая от осложнений, вызванных воспалением легких и длительным отказом от потребления пищи и воды. Окружной суд Ашефенбурга, где училась в гимназии Аннелис, посадил на скамью подсудимых родителей девушки и обоих священников с обвинением в преступном бездействии, приведшем к причинению смерти по неосторожности. По версии обвинения, они воспользовались доверием девушки и побудили ее к отказу от лечения, что и привело к смерти. В итоге все обвиненные были признаны виновными и приговорены к 3 годам условного заключения. Интересен факт, что глава немецкой епископальной конференции кардинал Йозеф Хёфнер заявил, что Аннелис не была одержима. В 1984 году из-за случая с семьей Михель немецкие священники обратились в Рим с просьбой пересмотреть обряд изгнания дьявола. Хотя их рекомендации были отвергнуты, в 1999 году Ватикан опубликовал пересмотренную впервые с XVIII века версию ритуала, для совершения которого Ватикан теперь требует от священников наличия медицинского образования. Католический священник и исследователь паранормальных явлений Джон Даффи опубликовал в 2011 году книгу о Михель. Он написал, что на основе имеющихся данных можно с уверенностью сказать, что Аннелис не была одержима. Священник-иезуит и врач-психиатр Ульрих Ниман сказал по поводу инцидента следующее. «Как врач я говорю, что не существует такого явления, как одержимость. На мой взгляд, эти пациенты душевно больны. Я молюсь за них, но само по себе это не поможет. Вы должны работать с ними как психиатр». Помимо прочего, стоит отметить, что фильм «Изгоняющий дьявола» вышел на экраны в 1973 году. Именно в то время, когда состояние Михель стало стремительно ухудшаться. Возможно, именно из него она узнала о симптомах одержимости и подсознательно настроила себя на их проявление. С точки зрения медицины, одержимость может быть симптомом целого ряда заболеваний. Основные поставщики бесов – истерия, шизофрения, синдром Туретта и эпилепсия. Именно при этих расстройствах у человека могут быть переживания, которые он характеризует как присутствие чужеродной сущности внутри него.
Истерия является причиной самых ярких и самых частых случаев одержимости. Больным истерией свойственно разнузданное поведение, неприличные жесты, шумное поведение в общественных местах, сквернословие и тому подобное. В стадии обострения человек, чаще женщина, становится возбужденный, выкрикивает проклятие и нецензурно бранится. Бьется о стены, оголяется. При этом у нее остается осознание того, что это делает она не сама, а кто-то помимо ее воли. Больные часто дают имена своим демонам и наделяют их множеством ярких и образных характеристик. Бесы эти общительные, и часто по просьбе священника выйти действительно выходят. Иногда насовсем, иногда просто побезобразничать. Таким дамам действительно помогает обряд экзорцизма, так как он символически изгоняет мятежную часть личности. Вернее, он загоняет ее обратно в подсознание. Иногда и навсегда, иногда бывают рецидивы. При этом стоит отметить, что истерический бес ведет себя по всем бесовским правилам. Он боится церкви, креста, святой воды и священников. Он прицельно бранит христианскую церковь и часто реально сексуально озабочен. В целом он отражает общее понимание роли беса народными массами. Эпилепсия часто является источником различных переживаний. Особенно это заметно, если болезнью поражена височная часть головного мозга. Считается, что в височной доле мозга у человека расположена так называемая точка Бога, при стимуляции которой человек может испытывать религиозный экстаз и чувство присутствия Бога. Видения таких больных яркие и разнообразны. Это кресты, кровь, яркий адский пламень, в котором горят грешники, ад, рай, ангелы и бесы. Иногда больные могут совершать различные насильственные действия, у них могут появляться неприятные чужие мысли, они могут выкрикивать слова и фразы. Все это небольшие припадки, при которых человек сохраняет сознание и осознает их насильственную природу. То есть он бы не хотел делать те или иные вещи, но не может себя остановить. Понятно, что ни один экзорцист не сможет изгнать такого беса, но нечисть достаточно чутка к противосудорожным препаратам. Шизофрения также довольно богата на разные ощущения и переживания, которые относятся к одержимости. Здесь и потусторонние голоса в голове, и чувство, что мыслями и действиями кто-то управляет, в голову вкладывают чужие мысли, ощущается отток энергии. При этом идеи относительно деятельности бесов весьма своеобразны. Бесы появляются из нехарактерных для них мест и могут по своим характеристикам лишь отдаленно напоминать традиционных бесов. Экзорцизм не помогает, либо помогает ненадолго. Синдром Туретта характеризуется сложными тиками, резкими отрывистыми движениями, насильственным выкрикиванием звуков, фраз. Характерно, что жесты и фразы могут быть неприличными или бранными, что крайне смущает больного. При этом, чем больше человек старается сдержать себя, тем больше усиливается проявление болезни. Понятно, что такое поведение оценивалось как одержимость. Экзорцизм в данном случае также не оказывает значимого влияния на проявление заболевания, а даже, напротив, иногда усугубляет его. А чем больше человек нервничает, что мероприятия по изгнанию беса непродуктивны, тем более усугубляются проявления болезни. Нельзя сказать, что синдром лечится очень легко, но значительное облегчение все-таки приносят нейролептики. В завершении добавлю, что за свою медицинскую практику мне лично приходилось не только сталкиваться с психическими больными людьми, но и бывать в психиатрической клинике. Отмечу, что во время беседы данные пациенты могут быть весьма убедительны в своих повествованиях, и для неподготовленного слушателя достаточно трудно распознать в них больного человека. Не говоря уже о том, в какой ужас приводят обычного обывателя эти страдающие в состоянии обострения душевного заболевания.